Всем привет, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшнее гадание на картах Таро онлайн мы посвятим с вами тематике, какие энергии объединяют вас, или какие силы, или на каких вибрациях, на каких частотах вы сопересекаетесь со своим партнером, мужчиной и женщиной. Расклад будет по вариантам. Поэтому для тех, кто любит выбирать 1, 2, 3, пожалуйста. Для того, чтобы работать сегодня, мы используем всего одну колоду, в которой очень много различных энергетик. Обычно эту колоду я использую в диагностиках на наличие негатива или его отсутствие. Но я делаю диагностики не на картах, а картами только показываю то, что я чувствую. Но в принципе в эзотерике и пространстве Таро есть все варианты, поэтому вы можете прислушаться сегодня не сколько к диагностике негатива, сколько вообще к энергетикам ваших отношений. Тайм-коды на расклады вы найдете в описании, а я попрошу вас поставить лайк или дизлайк и написать любой комментарий к настоящему видео. Итак, начнем работать. Для того, чтобы работать, можете выбрать пару. Пара номер один. Пара номер один. Вот это вы и ваш партнер. Кто вы в этих отношениях, можете выбирать карту, да, левую или правую. Пара номер два. Пара номер два. Ну и пара номер три. Пара номер 3. Вот там она будет. Сейчас просто выбирайте. Карты у нас повторяться не будут. То есть на каждую пару пойдет тут очень много карт. Более 100 штук. Почти 200. Значит, пара 1, пара 2 и пара 3. Кто вы справа, слева? Я не буду говорить, кто мужчина, кто женщина. Ну, может быть, как что-то я почувствую с потока. Вот какие-то акценты ставлю на мужское и женское. Ну и здесь третья позиция. Давайте мы их в стороночку пока отложим. Начнем работать с первой парой. Итак, давайте. Слева здесь идет должок. Смотрите, энергия этого человека, она как бы обязывает к чему-то. Кто вы здесь, да, в этой паре, это вы уже. То есть, может быть, ваш партнер вас к чему-то подвязывает, обвязывает. Знаете, как ты мне должен. То есть, вот эта энергия, она вызывает чувство вины. Вот этот партнер, он вызывает чувство вины. Ты должен меня спасти, например. Или ты должен меня содержать. Ты должен сделать меня счастливым или счастливой. Понимаете, да? Вот эта энергия идет. Ну, а эта энергия, это женщина. Смотрите, вот здесь, скорее всего, женщина. Здесь может быть, кстати, мужчина с женской энергией, с очень сильной анимой. Всмотритесь, мужчина, может быть, вы себя здесь увидите, да, свой женский образ. Кстати, есть такая техника в психологии. Нарисуй свою женщину. Кстати, парадоксально, но часто женщины себя не могут нарисовать. Но это у тех, у кого конфликт с анимой. Вот. Но с точки зрения энергетик. Ну, может быть, здесь и есть женщина, и вы себя выбрали справа, а мужчина вас тут немножко такой: ты мне должна там. Ты мне должна варить борщи, например. Или ты должна меня любить. Я же твой муж. Ну, как вариант, да. То есть, смотрите, здесь с одной стороны кто-то сильный, вот тут вот сила идет. Должок, то есть чувство вины вызвать, это нужно еще уметь, да. То есть, по сути, вот этот управляет, вот этот ведущий, вот этот ведомый. Женская энергия, она, как правило, она, ну, я не говорю, что женщины слабее, нет, ни в коем случае. Ну вот почему-то у меня такое ощущение, что здесь слабее, здесь сильнее. Окей? Если вы смотрите вообще по одной карте на человека, то здесь достаточно тогда сильная женщина, которая может говорить: ты мне должен, ты должен там, ну, например, смотреть за детьми, должен платить алименты, должен, да, должен обеспечить, должен выучить детей, должен, короче, поняли, да?
Давайте посмотрим, что думает о вас загаданный человек. Слева и справа. Смотрим. Ну, можете проверить свои энергии, да. Что думает слева, что думает справа. Смотрите, слева понимает, что это надолго и что время играет на него. Он никуда не торопится. Поживем, увидим, думает слева. Что думает справа? Ну, она думает о вас, например, да? Что-то тут нечисто. То есть, как минимум, но сомневается, колеблется. Метла это, ну, это кривотолки. То есть, он не думает так прямо о вас, этот человек, да. То есть, он как минимум не доверяет вам. Здесь недоверие. Здесь недоверие. Поэтому здесь может быть вот такое длительное, длительные абьюзивные отношения могут быть. Могут быть просто длительные отношения, от которых вот как минимум та, кто справа, или тот, кто с анимой, да, справа, он немножко подустал, хочет отдохнуть как минимум. Здесь вот накопленная усталость как минимум, нечистоты, потому что метла это у нас очень часто на чистки намекает, да, вот как бы канал отношений, он такой уже плотный, да, такой, его бы прочистить хорошенечко. Но как минимум вдохнуть в него что-то новое. Вот почему-то у меня такое ощущение, что... Как вам этот звук? АСМР. Такое вот, знаете, как будто бы здесь есть такая пыль в душе. Вот такое у меня идет поток, да, ощущение. Давайте посмотрим чувства того, кто слева, и чувства того, кто справа. Один к другому. Интересно. Такого формата вы не найдете. Значит, смотрите, чувство кладбища. Здесь очень сложно на самом... Здесь энергия идет, что он чувствует. Очень, знаете, вот этот человек, он старой душой. Это старая душа. Она такая давучая. От него вот так вот душно. И чувства такие, знаете, спокойные. Вот этот человек, он такой вот, знаете, как горохом об стену об него. Потому что он чувствует туда, он чувствует вечность. Как это проявляется, да? Вот такое ощущение, что ты никуда не денешься, ты будешь делать, ты будешь отдавать долг. То есть он чувствует, что это надолго и навсегда. Вот отсюда может идти тяжесть. Вы будете этого человека чувствовать как землю. Реально. Причем землю, которую хочется подмести, смести, оттолкнуть от себя. То есть этот человек будет чувствовать на себе тяжесть вот этого человека. Как будто он на себе тянет или мешок земли, или мешок картошки, или какую-нибудь плиту могильную, да, тяжелую, гранитную. То есть этот человек легче, а этот тяжелее. Okay? Я никого не гружу, вы просто будете сравнивать. Да? Это как не диагностика негатива, нет. Диагностики негатива на моем основном канале. Кстати, подпишитесь, если вы еще не подписались на основной канал Алехандро Таро Онлайн. Вот, поэтому он думает, что это, вот, знаете, до гробовой доски. Надолго. Уверен в себе, да. Что чувствует эта женщина? Ну, она чувствует волнение, переживания. И вот здесь вот такая вот метла, птица, ну, постоянно колеблется. Вроде все хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, вот на душе как-то, знаете, неспокойно. Хочется дышать. Птица полету. Хочется дышать, расправить крылья. Хочется взлететь, а нифига. А как ты взлетишь с мешком картошки? Это надо быть, я не знаю, птеродактилем, да? А как ты взлетишь с могильной плитой за плечами? Тяжело. Да, то есть... Но птица — это всегда беспокойство, и она чувствует беспокойство. То есть этот человек постоянно вот... Он не дает расслабиться. Ей бы расслабиться. Как вы напишите, вам бы расслабиться или нет?
что здесь в чувствах, в действиях? Как вот этот ведет себя, вот тот, который должок, да? Ну, здесь растущая луна постоянно проявляет инициативу, энергию. То есть, что будет он делать, если что он решил, он будет, ему это выгодно, он будет продолжать это до смерти. В хорошем, может быть, смысле слова. С другой стороны, если вы чувствуете давление, то тут вот этому нужно расширять все время свою зону, все время иметь власть, все время держать вот в каком-то зависимом состоянии. То есть позиция этого человека, она очень активная, она гиперактивная, и она, вот здесь может быть энергетический вампиризм, да, он может быть здесь. Здесь могут быть манипуляции, и здесь может быть просто старая душа или человек с богатым опытом в отношениях. Окей? Что намеревается делать? Продолжать его это устраивает. Причем уже долго устраивает. Он в своей зоне энергии. То есть ему это комфортно. Он получает отсюда. Скорее всего, он отсюда качает энергию. Слышите, да? Ну, мы же для энергии с вами и встретились, в принципе, да? А все остальное, если вы не наладите энергию, все остальное вы можете сколько угодно делать. То есть гармония энергии только, да? Что такое отношения? Это обмен энергией. Если он не гармоничен для вас, вы будете страдать до смерти. А что этот будет делать? Этот будет или умирать, или прекращать, или умрет. Да? То есть это его завампирит, да? Добьет его. Или прекращать эти отношения, или умирать. Или решать крест, решать задачи. Крестики-нолики, дайте, игра такая. Слышали? Так вот тут именно крестики-нолики. Причем этот крестик, а вот этот нолик. У него луна нолик, этот крестиками играет. Проверьте, может быть, себя, предложите своему партнеру, если выберет играть ноликами сходу, про него рассказ. А если вы крестики любите, крестиком начинать, такой тест вам, да? Психология плюс энергетика, вот так можно проверить. Поэтому какие тенденции у этого, он отягощен судьбой, это крест. И эти кресты, это как, знаете, как будто бы он постоянно не понимает, какую задачу он в этих отношениях решает. Что его и ее в этих отношениях объединяет. И как дальше быть, и как дальше жить. По сути, этот расширять свои влияния мечтает, вот этот левый, а правый, как быть с этим, порой не знает. И что он будет делать, он тоже не может торопить, потому что не знает, как с этим левым быть. Но он на себе какую-то тяжесть кармы ощущает. Можете ли вы быть здесь счастливы в этих отношениях? Здесь ведьмина бутыль. Знаете как? Колдовать, чтоб не сдохнуть, да? Знаете, как колдовать, чтоб не сдохнуть? Здесь давайте еще доложим карту. Почему-то мне не хватает потока. У меня такое ощущение, что здесь кто-то иссякает. Медленно, как свеча, сгорает. Медленно горит. Жить мечтает, но себе не позволяет. Это сложные отношения, в которых есть место удушению. Исцеление. А здесь кого-то, одного из вас желательно отжечь хорошенечко. Через ведьмину бутыль пропускать, чтобы исцелять. Один из вас требует исцеления. А может ли быть счастливым здесь продолжение? Давайте посмотрим прямо сейчас. Здесь перекресток, здесь бабка надвое говорила. И крест, видите, два креста, крест. Здесь придется делать выбор.
Здесь придется делать выбор. Давайте смотреть, какой выбор здесь лучше сделать, да? Совет. Я не вижу здесь счастья. Здесь вот крест. 2 креста. Здесь придется или до смерти страдать, или умереть. Поэтому, если вы чувствуете сейчас позитив, живите счастливо вместе, пока не умрете. До креста, да? Но если вы чувствуете, что вам душно в этих отношениях, то здесь энергия смерти кого-то задавит. Скорее всего, того, кто справа. У меня такой поток. Искренне желаю оказаться вам не справа, а вы мне напишите обратную связь. Эти карты больше не повторятся в последующих раскладах. Поэтому вас, по сути, в первом раскладе кармический узел и энергия смерти объединяет, где-то душит, и кто-то в этих отношениях достаточно сильно страдает. Почему? Потому что, даже видите, часы прилипли к моим рукам. Это о чем? Это все вам. Давайте посмотрим. Слева-справа. Слева, скорее всего, мужчина. Один прям бог. Возможно, себя считает богом. Неплохо, возможно, на рунах гадает. Может быть, что-то руническое носит на себе. Какие-то знаки, может быть. Может быть, военный, красивый такой. С бородой, здоровенный. Вторая руна черная. Ой, видите, руна пошла. Черное зеркало. Вот здесь больше сил света. Вот здесь сил тьмы. Скорее всего, здесь женщина, а вот здесь мужчина. Я не говорю о том, что здесь плохая женщина. Нет, пока я такого не сказал. Да, ничего не есть ни плохо, ни хорошо. Просто здесь темное, здесь светлое. Давайте смотреть, что он, точнее, какая энергия вас объединяет. Судьба вас вместе свела. Свет и тень. Возможно, для того, чтобы творить благие дела, чтобы не наводить тень на плетень. Что он думает о вас сегодня? Вы для него дороги, и он вас ценит. Вы драгоценный камень для него, возможно, полудрагоценный, и он вас до сих пор еще открывает, познает, и по жизни с вами рядом, возможно, еще идет. Что думает второй, который немножко темновластый, а вы друг другу дороги. Вы как камни и мед. Как камни и мед. Драгоценные камни и мед, и здесь сладкие вы друг другу и дороги. Неплохо так пока что. Если вы стали сегодня с той ноги. Давайте смотреть, что чувствует он, она. Он что чувствует? Женщина здесь как малое дитя. Он любит вас как ребенка, и дороги вы ему как дочь. Не папик ли он здесь? Напишите мне. Но это все фортуна и все по судьбе. Что там в чувствах к вам, здесь ведьма, и здесь точно темное зеркало, но здесь ведьмина любовь, и здесь пускай будет дорого и сладко кровь, и здесь пусть будет как ребенок, а здесь как зачарованный Один, пусть будет он, ничего не чувствую я плохого, пусть будет так. Напишите аминь. И намерение одного и второго. Здесь с глаз. Если он почувствует ведьму в вас, то мало не покажется. Это правдивый сказ. Что будет делать по отношению к вам она? Она будет держать вас за волосы, ибо она сильна. И этот сглаз может быть ее
тогда нужно понимать, что вы мужчина и что вы чувствуете сейчас, когда я говорю вам про нее. На этом мужчине может быть сглаз и энергия ведьмы. Но это не диагностика, друзья, и не про негатив хочу вам поведать сегодня. Я хочу просто рассказать, на каких энергиях вам можно и нужно жить рядом и процветать. Давайте посмотрим, а возможно ли здесь счастье? Она не отпустит его и будет держать и за волосы, и за запястья. Возможно ли счастье здесь? Да, здесь возможна гармонизация и как процесс. И это еще как-то можно наладить и от сглаза или порчи черной избавить. Одного и второго возможно, если вы смотрите со стороны так осторожно и себя сюда не запускаете, а просто за кем-то со стороны наблюдаете. О чем этот сказ для вас обоих? О том, что, возможно, здесь есть бесы, и если вы чувствуете что-то стороннее, то проверьте себя, чтобы узнать, нужно ли здесь сглаз или порчу снимать. И этот бес, он как совет. Возможно, здесь есть темный свет. Здесь можно жить свободно, чисто и любя. Возможно, бес этот хватка ваша, возможно, сглаз. Но здесь энергия мужская под вопросом и сглаз на Одине. Поэтому и бес. Возможно, отношения в мезальянсе и медом здесь намазано. Что тянет друг к другу вас помимо судьбы? Корабль. Отношения здесь могут быть чисты. И здесь их лучше держать в чистоте. Поэтому метлы здесь нет. Возможно, обратитесь к метле. Мира вам и вашему миру по второму раскладу. И живите красиво. Давайте перейдем к раскладу номер 3. И карты шепчут вам: живи, живи. Слева кто или что? Здесь секс. Он рулит здесь левым человеком или человеком слева. Прислушайтесь к себе, что срезонировало в вас. А справа здесь тоска и боль. И здесь, возможно, этому сексу не хватает, а ним как раз он-то и управляет. А второй из-за этого страдает. Возможны измены, и этот скорее знает. Что объединяет? Какая энергия объединяет вас? Энергия Солнца. Здесь нужно что-то прояснить. Давайте посмотрим, что нужно прояснить сейчас. Опять свеча. Здесь сильная боль, и здесь все горит. Все горит. Давайте еще одну карту. Хочу узнать, что нужно здесь еще нам. Сон. Какие-то сны идет. Тоска, страдания. И как будто бы, знаете, есть... Как будто здесь какое-то идет как наказание. За что здесь идет наказание? Вам или вообще, да? Лада — женская энергия, богиня счастья и женского процветания. Здесь что-то уснуло, как в наказание. Женщина сильно страдает, тоскует. И мясо здесь есть о теле. И скорее всего здесь есть дурман.
Здесь есть зависимость, и, скорее всего, здесь женщина страдает, поскольку есть дурман. Мужчина или эротоман, или наркоман, или сильно он зависим, и это действует на уровне плоти, и это приносит физическую и душевную боль. И здесь есть карты Таро. Давайте картам Таро позволим дать ответ. Откуда идет здесь боль и страдание? Почему здесь такое наказание? Возьмем Таро бездны. Кто страдает? Ну да, здесь, возможно, идет скорее зависимость, и женщина здесь страдает, видимо, но все же. Секс и страдания, и боль, наказание. Сюда положим карту, и карту сюда. Откроем их. Шестерка мечей. Здесь мужчина отдалился, и инициатива вроде бы как его. А эта тоска здесь разбивает себя в конфликте, винит себя и с кем-то воюет. Ведет какую-то непримиримую борьбу. А с кем? С тем, кто предал, или что-то как будто ее закрывает, как будто бы крылья ей подрезает и в банку сажает, и спицы втыкает. Возможно, отсюда физическая боль. Мечи и жезлы. Все бьются на мечах, на иглах, на булавах. И здесь идет конфликт. Конфликт о чем сей? Конфликт здесь, рыцарь мечей, здесь очень сильный конфликт между женщиной и мужчиной. Но женщина здесь может быть причиной. И здесь еще одна женщина, паж мечей. Две женщины относительно молодые. Одна чуть постарше, другая помоложе. Вот здесь помоложе, а здесь постарше. Скорее всего, бьются за мужчину. И здесь очень сильная, пылкая страсть. И здесь мужчина как бабочка в банке. И сексом здесь очень сильно пахнет. И мужчина здесь на сексе подмешан, завязан, примешан. И паж кубков, да, мужчина здесь слаб и инфантилен. Но он в сексе достаточно силен. И зависим, скорее всего, от одной из них. Но здесь и паж мечей, и рыцарь есть. И здесь идет непримиримая борьба. И здесь есть тут кубков любовь со стороны двух. Обе любят. И здесь непримиримо. Четверка мечей. Здесь бы отдохнуть. Но здесь бы отдохнуть. Но есть туз огня, и кто-то разжигает этот огонь, но здесь женщина как будто бы идет, огонь сей вызывает, и сим огнем 5 кубков порождает. Поэтому вот эта вот тоска, она скорее всего как морок, который идет на женщину в отместку за мужчину. Давайте глянем в истинную мы причину. И здесь есть дух. А что за дух пошел, который башню порождает? Он что-то прям трясет и разрушает. Четверка кубков. Опять идет тоска, апатия. И 10 кубков кого-то кто-то хочет из семьи забрать, чтобы что? Чтобы к себе покрепче привязать. Что он думает о вас сегодня? Здесь место треугольнику, что вы царица, императрица. Что думает эта тоска? Она надеется все же победить. Что чувствует слева? Королева кубков. Смотрите, здесь прямо он в женщину полностью эту погружен.
А что же она чувствует? Она объединяется с ним своей судьбою. Они связаны судьбою, что намерен сделать он. Он пойдет до конца и преподнесет какой-то роскошный, красивый подарок. А здесь она будет рядом и будет на его душу влиять. Может ли здесь быть счастье? Да, если выбор свободен и дать свободу, здесь влюбленные, и здесь всем правит любовь. Четверка жезлов, семья может быть объединена и соединена, но страшный суд, все должно измениться и должно очиститься и от чего-то освободиться. От чего здесь надо и что освобождать? От того, что мужчину держит и не дает ему голову поднять. Здесь мужчина очень сильно огнем в что-то вцепился и по луне идет, как будто заморочен. Он сексом питается и освободиться постоянно. Как бы он пытается, освобождается, но как бы ждет этого корабля. И здесь корабль был уже, по-моему, насколько помню я. Корабль был здесь. А здесь вот эта ладья. Корабль был здесь, а здесь ладья. Здесь мужчина привязан к обоим женщин одновременно и с тяжкой судьбой идет вперед. Ему тяжело. И рано или поздно он резкое движение осуществит к женщине, водолею, воздушной стихии, но парадокс здесь обе воздушные, но будут перемены. И он, скорее всего, поражение ждет, его поражение ждет и ждет потеря. И уморок есть здесь. Семерка чаш, 14 урегулирования. Здесь очень много идет потока, но как бы нет в раскладе пророка. А очень много идет воды, 3 кубка. Треугольник есть корень этой судьбы. Левый партнер склонен к треугольнику. Правый будет при этом страдать. Возможно ли счастье? Нам нужно с вами знать. Здесь паж жезлов зависит от внешней энергии огня. Поэтому вот этот огонь и секс, он есть ключевой. И здесь этот партнер огнем он ведомый. Источник ли он? Родовая программа. Здесь по наследству идет связь и королева мечей. Поэтому партнер слева как минимум связан энергией матери. И вот она, королева мечей. Здесь есть король, рыцарь мечей и мечей паж. А это о том, что на этого партнера слева король он или королева, нет никакой разницы, влияют программы по линии матери. И только коррекция программы матери поможет
ситуацию стабилизировать и остановить то, что движется по огню и луне, по мороку, не туда, куда надо. Что он думает о вас сегодня? Видит перспективу, но сомневается. Что чувствует? На достижение цели опирается и на достижении цели надеется. И 5. Или Иерофант. Он открыт для диалога и надеется на какое-то знание, возможно, на обоюдное процветание, хотя все пока что в темноте. Король мечей, мужчина формируется, и все отношения здесь в перспективе по борьбе, войне, и кто-то очень сильно волнуется. Возможно ли здесь какая-то магия? Здесь пахнет ею. Но опять-таки это не диагностика, поэтому это просто прогностика на то, что эти отношения серьезное испытание. Для одного рост, а для другого наказание. Мира вам и вашему миру. Берегите себя. Любите себя и миры, которые окружают вас. Оставайтесь на связи. Все буде добре. От побачите. Па-па.